Вообще говоря, вот любопытная вещь. Постоянно поднимается тема, что ислам – это религия войны, что он распространялся мечом. Причем тему эту поднимают не индусы, не китайцы. Ну, вот, скажем так, индусы, наверное, могли бы поднять такой вопрос, потому что в свое время тимуриды, потомки Тимура Хромова, великая тюркская династия, она завоевала Индию, установила там режим великих моголов, монархию, великую империю, замечательную и просуществовавшую несколько столетий до прихода англичан. Но когда такие разговоры идут из Европы, я просто теряюсь перед таким вот объемом лицемерия, наглости и игнорирования общеизвестных фактов. Но, как известно, из Европы происходят все главные войны. Из Европы происходит завоевание мира и создание великих колониальных империй. Из Европы происходит геноцид автохтонных народов. Европейцы уничтожили десятки миллионов индейцев, как в Южной, так и в Северной Америке. Я уже не говорю про Австралию, я не говорю про Тасманию, полностью уничтожен народ тасманийцев. Я не говорю про Африку, я не говорю про работорговлю. Гигантский вывоз, порядка 10 миллионов человек было вывезено в качестве рабов в Соединенные Штаты. Ладно, это колониальные войны. А что такое войны в Европе? Когда в Германии была 30-летняя война, очевидец описывает, что можно было ехать неделями по Южной Германии и не встретить ни одного человека. Только воронье и трупы. Таковы были европейские войны. Если взять 20 век, век цивилизации, либерализма, культуры, две истребительнейших войны, где десятки миллионов в первую, Холокост и более 100 миллионов во вторую, некоторые говорят, что гораздо более 100, с учетом еще не подсчитанных реально потерь Советского Союза. Причем в этой войне приняли участие все белые европейские христианские нации. Они воевали между собой, и они воевали против Азии в лице Японии. Вот на этом фоне говорить о том, что ислам – это религия войны, когда серьезная, наиболее серьезная война в исламском мире – это ряд локальных конфликтов между Османской империей и шиитским Ираном после 1500 года. Ну, завоевание Индии, которое привело к созданию новой совершенно цивилизации, великих моголов, очень такой красочной, очень яркой, очень интересной, которая до сих пор является неизгладимым следом в цивилизации общеиндийской этого субконтинента. Какие еще войны? Дело в том, что здесь есть такой интересный момент. Многие задаются вопросом, каким образом азиатские государства, обладающие большим потенциалом, обладающие технологиями, опережавшими все на тот момент времени, например, такие как Китай, такие как Япония, не создали колониальных империй. В свое время, когда португальцы и отдельные голландцы высадились на японских островах, познакомились с Японией, они пришли в ужас в районе 1500 года, потому что там, на этих островах, проживало 20 миллионов дисциплинированных людей с самурайским классом, обладавшим военными технологиями и уровнем боевого мастерства, с которым рядом ничего не стояло в Европе. Это был этнический монолит. Они строили каменные города, они были поголовно грамотными, они имели технологии, которые, там, включавшие в себя огнестрельное оружие, существовавшее с XII века в Китае и в Японии, между прочим. То есть, короче говоря, примерно столько же японцев, сколько всех европейцев, только европейцы все расколоты, все, так сказать, в антисанитарии, все крайне локализованы, еще не изжили осколки феодализма и раздробленности. Почему Япония не только не завоевала Европу, но она даже не колонизовала пустую Австралию. Единственная проблема колонизации, которая существовала перед той же Японией, была Корея, которую
эту колонизацию они до конца XIX века так и не сумели реализовать. Они проиграли фактически войну против маленькой Кореи. То же самое можно спросить о Китае. Каким образом могучий Китай с населением, которое было вдвое больше европейского уже в 1820 году, с ВВП, которое составляло 33% от мирового в Китае, понимаете? То есть Китай производил больше, чем когда-либо в лучшие времена от мирового ВВП производили Соединенные Штаты в 1820 году. Почему Китай не реализовал своего технологического, экономического, человеческого и прочего преимущества? Ну и, наконец, совершенно непонятно, почему исламский мир, который владел абсолютно всеми возможностями реализовать свои преимущества, не осуществил исламские походы, реальные исламские походы в Европу, не исламизировал всю Европу. В X веке, в XI веке, в XII веке ислам был только в Южной Франции и в Испании. Но преимущество исламского мира сохранялось до 1800 года. Только в 1800 году душевое производство в Европе сравнялось с производством в Османской империи. То есть она догнала экономически Османскую империю во времена Наполеона. Были крестовые походы. Ислам вел оборонительные бои. Почему не было, так сказать, все наоборот, зеркально? Я объясню. Потому что на самом деле, что раздражает европейцев? Европейцев раздражает, что ислам – это единственная цивилизация, которая динамично распространилась по всей Евразии и которая блокировала продвижение западного колониализма. То есть дала по зубам европейскому колониализму всюду, где это было возможно. Китай был нейтрализован, стер с лица земли, фактически. Да? То есть к началу 20 века это была абсолютно скурившаяся на опиуме, нейтрализованная экономически, абсолютно там посланники европейских держав входили во дворец китайского императора, не вытирая ног, стояли перед ним подбоченившись и просто плевать хотели, в то время как там ритуал, церемония китайского двора была там одной из самых изощренных из всех существовавших монархий. А исламский мир был вот в этом огромном человеческом море единственным ядром, который не позволил Западу гулять, как он хотел. И это вызвало дикую ненависть. Тут же ислам стал религией войны. То есть эти люди ходили всюду, европейцы, они топтали все, они уничтожали все, но они споткнулись о Ближний и Средний Восток. 4 раза им набили морду в Афганистане, крутейшей державе западной истории, Великобритании. И, конечно же, тут же ислам стал религией войны. А на самом деле, когда они ссылаются на то, что христианство – это религия мира, это величайший цинизм, смешанный с величайшим невежеством. Во-первых, главная традиция Европы – это не традиция христианства, это традиция римская. Она была римская, и она осталась римской. Вы поезжайте в Вашингтон, и вы увидите там все признаки римского могущества. Капитолий, Сенат, все, так сказать, атрибуты Рима. Они прямо себя Римом называют, они считают себя Римом. Европа откровенно совершенно считает себя производным от Рима. А Рим весь замешан на агрессии, колониальном строительстве и подавлении окружающих народов. Рим строил свою империю огнем и мечом еще 2000 лет назад во времена Христа. Ничего не изменилось. Но вот когда они получают по зубам, они начинают кричать: «Ислам – это религия войны». Циники и лицемеры.